Происхождение гигантского газового кратера на Ямале. Российским ученым удалось установить, откуда на Ямале появился новый метановый кратер. Дело в том, что вечная мерзлота подогревалась подземными источниками тепла. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Geoscience. Новый кратер в Ямало-Ненецком автономном округе нашли летом прошлого года. Директор Российского центра освоения Арктики Андрей Умников обнаружил воронку глубиной около 30 метров. Ее диаметр составляет примерно 25 метров. Обычно со временем такие впадины превращаются в озера. Поэтому уже через месяц на место приехали ученые из Сколковского института науки и технологий и Института проблем нефти и газа Российской академии наук, чтобы изучить кратер. Оперативность помогла застать кратер в первоначальном виде. Мы застали объект практически в первозданном, незатопленном водой виде. Гигантская подземная полость в массиве льда сама по себе уникальна. В значительной степени сохранилась часть ледяного свода этой полости. С помощью беспилотников и специального алгоритма удалось создать объемную модель воронки. Съемки были достаточно опасными, поскольку ученым приходилось ложиться на самый край кратера и управлять аппаратурой на вытянутых руках. 3 раза дрон чудом не уронили во впадину. Полученные данные позволили установить, что кратер появился в период с 15 мая по 9 июня прошлого года, после того, как растаяли именно нижние слои вечной мерзлоты. Это позволяет сделать вывод о наличии неизвестного ранее источника тепла. Коллега нашла прямое подтверждение тому, что здесь было пламя или очаг, из которого вырывался газ. Следы опаленной травы, они доказывают нам, что это на самом деле так. В этом году ученые снова отправятся на Ямал, чтобы проверить, не произошли ли повторные выбросы газа. Смотрим. Газовые факелы в воде, они холодно могут регистрироваться. Подобное явление уже происходило на схожих объектах на полуострове и в арктическом регионе. Когда летишь над тундрой, видишь эти озера абсолютно правильно круглой формы. И это понятно, что это никакой не метеорит, а именно вот такие были выбросы газа. Идентичные кратеры появляются на суше и в море в приполярных регионах. Причиной их образования становятся таяния клотратов, спрессованных и замороженных соединений воды с метаном. Эти соединения стабильны даже при низкой температуре или повышенном давлении. Когда температура становится высокой, происходит процесс высвобождения метана, который попадает в подземную полость. Когда масса становится критической, происходит взрыв, на месте которого и появляется кратер. На сегодняшний день ученые знают о существовании 17 таких кратеров на территории округа и Гыданском полуострове. Первоначальный огонь, взрыв и облако взлетело на несколько километров. Белое облако над горизонтом. На Ямале также можно обнаружить и другие последствия глобального потепления – термоцирки. Они образуются за счет вытаивания пластов льда. Причина их появления – криогенные оползни по подземным льдам. На севере полуострова есть большие залежи подземного льда, не просто вечная мерзлота, а именно льдистые грунты. Во время теплого лета почва протаивает до льда, и в итоге может сойти оползень. Со временем термоцирки зарастают, превращаясь в обычные овраги и неровности местности. В прошлом году такой термоцирк появился в Тазовском районе, неподалеку от фактории Юрибей, когда кусок тундры диаметром 200 метров провалился почти на 20 метров. По словам ведущего научного сотрудника Института криосферы Земли Тюменского научного центра РАН Артема Хомутова, такие объекты не опасны, однако по ним нельзя ходить из-за слабого грунта. С газовыми кратерами их связывает то, что в стенках обоих впадин вскрываются пласты льда. Ситуация, да, действительно, она интересна и непредсказуема, потому что мы живем в этом округе, и для нас очень важно понимать и что делать, потому что этот выброс может произойти в любом месте на самом деле. Ученые из МГУ, в свою очередь, пришли к выводу, что выбросы из ямальских воронок являются проявлением криовулканизма. С помощью химического и изотопного анализов они установили, что кратеры появляются в результате жизнедеятельности микроорганизмов, а ледяной вулкан образовался из высохшего озера в тундре. Дно озера начало промерзать сверху вниз. Верхний слой грунта образовал ледяную крышку, под которой скопился углекислый газ.
Когда давление стало критичным, холм взорвался. Подобные явления ранее не фиксировались на Земле. Криовулканизм можно было наблюдать только на других небесных телах в Солнечной системе, например, на Титане и Церере. Несколько лет назад зонд, запущенный НАСА для исследования астероида Веста и карликовой планеты Цереры, обнаружил, что высочайшая на карлике вершина, Ахуна, это криовулкан, проявлявший активность еще 200 миллионов лет назад. У ямальских воронок есть и мистические версии происхождения. Так, уфологи заявили, что кратеры образованы на месте законсервированных подземных космодромов пришельцев. Когда приходит время, НЛО покидает убежище, а на месте взлета образовывается впадина. Перед появлением одной из воронок оленеводы рассказывали, что видели в небе яркий шар, который взорвался через несколько секунд. Друзья, ставьте лайки и пишите комментарии. И подпишитесь на канал Ямал-Регион, чтобы не пропустить следующие выпуски. Вся информация к этому видео взята из открытых источников.